Мы поддержим данное обращение, и комитет наш по СНГ активно работает, подготовили данный документ. Но мы прекрасно понимаем, что текст имел подработку в других инстанциях. И вот, обращаясь к ним, скорее всего, к МИДу, хотелось бы им сказать, что вот такая мягкотелость в отношениях, касающихся вопросов войны и мира, она большого положительного значения не будет иметь. Видите, вот в конце сентября под городом Донецком нашли захоронение. Правильно депутат Плетнева сказала, что это не город Донецк, видимо, а восставший русский народ, и он провозгласил создание Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Новороссия, у них, по-моему, парламент избран. Вот. А так получается немножко беллетристика. Где-то под городом Донецком что-то нашли, так сказать, и вот мы возмущены этим. Или потом снова граждан, погибших на юго-востоке Украины. Ну, опять. Нам же могут сказать, ну это же на юго-востоке Украины, чего вы вмешиваетесь? В чужой стране, на юго-востоке, кто-то там погиб, кого-то там стреляют. С какой стати все мировое сообщество должно здесь как бы восставать? Ну и последняя фраза, где говорится, участники преступных деяний против украинского народа. Это с какой стати? Против украинского народа никто никаких преступных деяний не совершает. Все преступные деяния против русского народа. Весь смысл конфликта – уничтожать русских. А мы говорим, что вот там кто-то, оказывается, борется с украинским народом. Что же такое? Вы понимаете, что это не совсем правильно. Мы продолжаем замалчивать самую главную борьбу. 1000 лет борется с русским народом. Что немцы-тевтонцы шли на Александра Невского против советского народа, что ли? Или против каких-то других народов? Они шли против русского князя, где в Псковском княжестве были только русские. И это до сих пор идет. 1000 лет. И Гитлер шел против Советского Союза, не против разного рода национальностей. Их много было, не буду перечислять, чтобы никто не обижался. Он шел уничтожать русский народ. Ибо из представителей национальных регионов он делал специальные батальоны и посылал их как карателей. И русские были предатели, из них тоже формировались. Мы знаем армию Власова. Но на Украине что произошло? Во-первых, там, где сегодня восстал русский народ, это русская земля, русские территории. Это подарок Ленина. И наши, так сказать, коммунисты продолжают это как бы обходить стороной. Вот там на Украине что-то случилось. Если бы не было подарков, ничего бы не случилось. В 18 году была создана Украинская Народная Республика. Маленькая. Вот ее нужно было оставить в покое. И не устанавливать там советскую власть. И не включать ее в состав СССР. Все, не было проблемы никакой. Нет, вы захотели из маленькой Украинской Республики создать большую советскую Украину, отдали огромные территории, построили там лучшие ГЭС, заводы, фабрики, пароходства. А теперь они ушли со всем этим богатством. А теперь в крови, так сказать, те русские, которые не хотят жить. Что мы сделали на Украине? Мы с 1917 года их объявили советским народом, русских. С 1991 года украинский. Вот каково русским там жить? То они советские, то они украинцы. Что это такое? Ну как можно такие вещи делать? Вы не даете возможности русским даже осознать себя русскими. И снова в русском парламенте пишете украинский народ под городом Донецком, на юго-востоке Украины. Это русские территории. Мы за что боремся там? Чтобы наказали 2-3 членов какого-то батальона за эти массовые расстрелы. Но они найдут, накажут. И что мы? Будем удовлетворены? Же удар по русскому народу идет. Специально идет. Сперва сделали СНГ, и автор сейчас в больнице лежит. О чем он сожалеет, Горбачев сейчас, оказавшись в больничной койке? Ему не удастся проследить Нобелевскую неделю. Вот кому там еще дадут Нобелевскую премию мира? Вот что его интересует. Его Донецк и русские не интересуют. Даже находясь в больнице, он думает только о премиях и о Западе. Что там делают в Стокгольме и в Осло. Поэтому здесь надо понять ситуацию наиболее сложную. Если в 1991 году у нас хотя бы Россия была названа, и как-то зазвучало русские и русские, то вот Донбасс и вся остальная Новороссия, они все считались советским народом. В этом же ошибка КПСС и большевиков.
Они думали, что под флагом советский народ все успокоятся. Это можно было бы сделать, но это же не идеология. Что такое советский? Как это пощупать? Национальность можно пощупать, религию пощупать, деньги. А понятие советский, оно абстрактное. Нет советской власти и нет советского народа. А что русским делать? Что они-то не могут себя осознать русскими. Еще в России более-менее, а в Прибалтике они второго сорта люди. Даже не голосуют. И никто этим не занимается. Ни наш МИД, ни остальные наши чиновники. Да и мы сами что делаем? Что мы в ПАСЕ работаем, парламентской ассамблее, вот мы сейчас к ним обращаемся. А когда там мы находимся уже в 20 лет почти, что там трудно создать новую политическую группу, где будет русский язык рабочий, где будут наши сторонники и союзники. Ничего не делается это. Наша делегация, где Пушков, его нет здесь сейчас, комитет по международным делам. Своими делами занимаются депутаты там. Создать мощную группу, влиять, протестовать, действовать, добиться, чтобы был представитель России председателем парламентской ассамблеи Совета Европы. Турок был. Кстати, турок лучше нас с вами. Чем турок лучше? 3% территории в Европе. А у нас в Европе вся 3 Европы на территории европейской части России. И ни разу наш представитель не был председателем ПАСЕ. Это же позор. Неумение работать. Кто там постпред от МИДа направляют чиновников? Просто так, в ссылку, так сказать. Поэтому с парламентом надо работать в составе постоянных делегаций, которые выезжают на заседания. Этой работы нету. Поэтому надо выйти из ПАСЕ на время. Надо прекратить финансировать хотя бы. Не 22 миллиона евро отдавать им, дать им 2 миллиона евро сейчас, на 2015 год. А если не восстановит полностью, так сказать, правомочия российской делегации, прекратить в 2016 году полностью финансирование. А в 2017 выйти. Тогда действия нужны какие-то, жесткие. Они трусливые, они боятся. А вот такие призывы общие, защитим украинский народ. Украинский народ есть кому защищать. И НАТО, и США, и все остальные. Мы с вами должны защищать русский народ. Тогда будет успех и будет победа. Спасибо.